Здравствуйте! Для создания очень легких ягодок винограда нам потребуется сам холодный фарфор. Я его уже красила. Он у меня без каких-либо добавок. Масляные краски. В мастер-классе я буду показывать вот такой вариант окрашивания. Поэтому потребуется фиолетовый, розовый хинокридоны, белое и черное. Конечно, проволока, крахмал, лак и клей ПВА. Также для самих ягодок нам понадобится фольга и вата. Проволоку мы берем достаточно длинную, хотя бы сантиметров в 7-8, для удобства дальнейшей сборки самой веточки. Первым делом мы должны сделать саму ножку для ягодки. Берем зеленый цвет, очень маленькую горошину и обтягиваем нашу проволоку приблизительно в 2 сантиметра, оставляя самый кончик хотя бы в полсантиметра свободным, без глины. Сразу можно подкрасить один конец в красный оттенок и оставить до полного высыхания. Теперь готовим основу для ягодки. Чтобы они получились очень легкие, берем вату и фольгу и закручиваем все вместе. Сложили и сформировали кружок, шарик. Таким образом они получаются практически невесомыми. Но учтите, что размер нашей ягодки увеличится вдвое за счет того, что мы будем добавлять еще и холодный фарфор, им обтягивать. Скрутили и сжали в шарик. Берем холодный фарфор, я его окрасила фиолетовый хинокридон. И на обтягивание шарика уйдет приблизительно такое же количество холодного фарфора. Расплющиваем и начинаем потихоньку обтягивать так, чтобы у нас внутри не было пустот воздуха. И сомкнули. Посмотрели, нет ли у нас сильных просветов основы, то есть не видно ли фольги, и прокрутили, тщательно распределив глину по всей поверхности. И оставляем немного подсохнуть, для того, чтобы удобнее было вводить проволоку, нашу ножку, и не повредить форму, и не оставить отпечатков пальцев на ягодке. Поэтому я обычно делаю, допустим, 5-6 штук. За это время они успевают немного подсохнуть. И не остается отпечатков. Скатала в овал.
Смотрите, насколько у нас увеличивается размер ягодки. Конечно, сами ягодки достаточно легко делать, но процесс этот достаточно долгий, так как каждый этап должен полностью просохнуть. А это занимает, ну, как минимум сутки каждый этап. Поэтому для мастер-класса я подготовила каждый этап по отдельности, чтобы показать вам. Он у меня, каждый из этапов, высох. И я буду вам демонстрировать. На наших ножках мы обязательно делаем петельку. То есть свободный конец проволоки без глины мы сгибаем. Форма у нас полукругом. И чтобы не было видно место введения, нашу проволоку мы тоже немного изгибаем. Окунаем в клей и вводим саму петельку и немного ножки. Берем у основания и отгибаем ножку. Если видно место введения, дырочку, ее сглаживаем и оставляем сохнуть. Еще раз изогнули немного, обмакнули и вводим в ягодку вместе с ножкой. За счет того, что у нас ягодка и ножка из холодного фарфора, он между собой склеится и будет очень прочное крепление. И дырочку загладили. Таким образом готовим необходимое количество ягодок. Следующий этап у нас тонировка. Ягодки должны быть полностью высохшие. Вот посмотрите, отличное крепление и достаточно прочное. Видите, ничего не вылетает. Для этого мы разводим розовый хинокридон и черный с добавлением фиолетового хинокридона и белый оттенок. Добавляем яркости, допустим, в верхней части розовым цветом. Достаточно активно. И растушевали эту краску. То есть добавляем свет и тень, увеличивая определенный объем нашей ягодки. То есть свет, полутень, тень. И, конечно же, рефлекс будем делать. Это самая освещенная часть. Допустим, добавили сначала розовый, растушевали. Добавляем теперь черный с фиолетовым, который разведенный. С противоположной стороны также активно и пальчиком растерли. За счет того, что глина у нас окрашена, она цвет этот приобретает фиолетовый оттенок, но где-то или усветляется, или затемняется. Так, с противоположной активно черный и растерли.
активно и растерли. Набираем небольшое количество белого цвета. И там, где мы наносили розовый цвет, на самой макушке добавляем, добавляем активно белый цвет, блик. И его также растираем потихонечку. Вот такая вот ягодка с разными оттенками. За счет того, что мы будем их крепить, где-то будут светлые участки, где-то темные, и смотрится достаточно живописно. Опять же, добавили белый и пальчиком плавно растерли. Таким образом окрашиваем все ягодки. И, конечно же, оставляем как минимум на сутки, чтобы масляная краска полностью высохла. Этот этап у меня тоже уже подготовлен. Масляная краска, еще раз говорю, должна быть полностью высохшей, иначе она вступит в реакцию с лаком и может остаться или липкой, или же просто слезть с нашей ягодки. Пробовала очень много лаков, так как занималась жидким акрилом, техникой флюарт, и у меня остался вот такой вот лак. Он отлично подходит для холодного фарфора. И самое главное, после полного высыхания через сутки не оставляет липкости. Я его перелила в другую баночку для удобства. И сейчас наша задача очень аккуратно покрыть ягодки. Он, вот видите, очень густой такой. Первоначальный слой, конечно, у нас будет с таким голубым оттенком, но лак высохнет, станет прозрачным и глянцевым. Распределяем лак. Часа через 3 он высохнет, но липкость все равно останется. Поэтому следующий этап мы делаем только через сутки, когда уйдет полная липкость лака. Следующий этап. У меня ягодки высохли с лаком. Нам необходимо нанести некую такую дымку на ягодки, налет определенный. Вот в этих вот вариантах я пробовала наносить на лак. Другой цвет масляными красками прекрасно держится, ничего не стирается. И можно делать оживочку, если не совсем устраивает конечный результат. Вот. Зеленые — это мои первые ягодки. Я тут экспериментировала, добавляла и желтые, и зеленые, пробовала витражными красками окрашивать, но мне не совсем понравилось конечный результат именно с витражными красками. Поэтому я попробовала с лаком, поэкспериментировала, все отлично. Здесь они у меня уже более живописные такие, и розовые, и фиолетовые, и зеленые я добавляла, но без напыления. Как мы будем делать напыление? Берем белую краску разведенную, масляную, так, наш крахмал, он придаст определенную дымку, и на темном фоне мы наносим
небольшое количество белого цвета и также растираем. И крахмалом проходим, как бы его втираем. Масляная краска отлично его будет держать, а ягодка получится такая необычная. Опять же небольшое количество и тщательно растираем. Растерли и крахмалом обработали. Таким образом делаем все ягодки. Сбор мы будем выполнять по принципу. Так, самую первую ягодку удлиняем ствол и соединяем соцветия по 3 и продлеваем ствол. Он должен полностью высохнуть. И так делаем соцветия. Допустим, 3 ягодки, потом еще раз 3, потом 4, потом у нас будет 5, 6, 7. И каждый раз мы даем длину ствола и полностью высохнуть. И вот таким вот образом собираем соцветия. Сейчас у меня полностью дневное освещение из окна. И вот так вот они выглядят. И дополнительно включаю лампу. Вот таким вот образом у меня получились разные ягодки, достаточно подвижные. Всего у меня ушло 28 ягодок на такую веточку. В общей сложности, конечно, она немного увесистая, но представьте, если бы мы не делали основу из фольги, получалось бы очень тяжелое, и холодного фарфора ушло очень много. По такому же принципу я создала веточки с оливой. Так, сейчас подвину. Обязательно сделаю мастер-класс еще по этой веточке. Вот такая вот вкуснятина.